Привет, меня зовут Настя, и мне 28 лет. С недавних пор я обнаружила, что в моем пространстве, так скажем, летает очень актуальная тема для многих и для меня тоже. Тема сложности начать что-то новое. Возможно, вам знакомо чувство того, как бывает сложно даже подумать о чем-то новом. Например, открыть какой-то новый проект или пойти в зал, в новый, начать процесс эмиграции, заступить на новую должность и так далее. Это чувство, когда ты достаточно много имеешь энергии на то, чтобы посмотреть какой-то новый сериал, или попробовать новый чай или новое блюдо, но недостаточно энергии, чтобы взять, как это, скажем так, силу в кулак, волю в руки и начать делать что-то новое уже наконец. Сегодня я хочу поговорить об этом в этом видео и раскрыть тему детальнее и поделиться какими-то своими наблюдениями, историями и умозаключениями по этой теме. Давайте копнем в это глубже. Мне думается, что рождение желания не происходит просто так. Если мы думаем о чем-то, чего у нас все еще нет, или то, чему мы хотим научиться, что мы хотим начать делать, означает, что мы можем к этому прийти, просто приложив к этому усилия. И каждый человек способен на это. Не считая, конечно же, каких-то нереальных случаев, типа разбогатеть за один день или купить квартиру прямо завтра, желательно в центре Москвы или в Испании, wherever, где угодно. Все остальные случаи, типа открыть новый проект или в действительности правда взять и начать делать шаги в сторону того, чтобы исследовать какой-то новый район или познакомиться с новыми людьми, вступить в новую должность, мне кажется, что это достаточно достижимые вещи. Но есть одно но. Затем мы можем встречаться с такими штуками, как лень, прокрастинация, фрустрация и непонимание просто, зачем же нам это нужно. Давайте рассмотрим несколько причин, по которым это может происходить. Я бы обозначила здесь первый пункт, что нашему мозгу, правда, очень страшно идти в новое. Приведу пример. Если вы, к примеру, никогда не занимались йогой, никогда не проявляли инициативу, чтобы познакомиться с человеком, вам попросту будет просто страшно. Но не вам, а вашему мозгу, скорее всего, и физически, и ментально. Объясняется это тем, что у нас, как у людей, у всех, похожих между собой, просто нет нужных сформировавшихся нейронных связей. Откуда же им взяться, если они никогда этого в жизни не делали? Решение может быть достаточно примитивным, простым на словах, но сложным на деле. Нужно, правда, осознать, как сильно этого хочется, обзавестись интересом, каким-то вот детским интересом по отношению к этому занятию, запастись терпением, потому что нейронным связям необходимо время, чтобы сформироваться, а на это нужно некоторое количество повторений. Ну и смелостью какой-то. Все-таки первые шаги — это вам не просто лежать на диване и кайфовать. Все возможно. Второй пункт, который я хотела бы выделить, это недостаточное понимание в целом этого действия. Скажем, купить себе новое платье красного цвета. Здесь очень хорошо работает упрощение и разжевывание мозгу этого действия. Например, мне нужно платье, чтобы выглядеть красиво на вечернем свидании с своим молодым человеком. Чем вам не причина приобрести это платье? Или, к примеру, пойти в зал. Зачем мне пойти в зал? Чтобы что?
Можно разложить это действие на какие-то долгосрочные или краткосрочные перспективы. Чтобы, к примеру, из долгосрочных, чтобы хорошо выглядеть ближе к среднему возрасту или ближе к старости, или чтобы быть мобильным, более здоровым, подтянутым, ну и так далее, что угодно. Из краткосрочных, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы наладить режим сна или чтобы привести себя в норму. Например, к лету, условно. Ну и все. Вашему мозгу будет более приятно понимать, к чему и зачем ему это делать. Вы можете разложить эту большую цель на маленькие подцели по месяцам и составить себе график достижения этой цели. Но важно также понимать, что не только цель важна, друзья, но и умение наслаждаться процессом. Потому что если вам не нравится ходить в зал, вероятнее вы себя и не заставите ни под каким предлогом это делать. Поэтому нужно исследовать это желание, искать альтернативы. К примеру, возможно, вам понравится ездить на велосипеде со своим партнером или друзьями. Или, к примеру, бегать по вечерам или по утрам. Вам будет нравиться эта рутина. Или вам будет нравиться йога, потому что это будет средством быть в комьюнити, расширять кругозор, искать новых единомышленников. Ну это же замечательно, когда цель на самом деле не так уж и важна. Главное — процесс. Есть еще такой пункт, достаточно тяжелый и болезненный. На самом деле вы хотите этого, но боитесь облажаться или опозориться, или что-то такое. Очень сложное чувство. Очень сложно бывает подступаться к начинаниям, когда ты в прошлом переживал какие-либо события, связанные с тем, что ты просто действительно переживал стыд за то, что ты сделал что-то не так, у тебя не получилось, или ты просто кому-то не угодил, к примеру. Конечно же, в этом случае следует, правда, найти в себе очень много сил и ресурсов для того, чтобы почувствовать интерес. Все рождается из интереса, а из интереса рождается азарт. Но очень сложно подступиться, когда ты чувствовал это, и твой мозг всеми способами пытается сказать: нет, нам это не нужно, мы не хотим это переживать, это просто сливание ресурса. В таком случае здесь очень, на самом деле, работает психотерапия, разговоры с друзьями, их поддержка, все-таки глубокое такое погружение именно в то, что действительно вам этого хочется, и даже как-то тут какой-то даже есть элемент борьбы с собой. Мне кажется, что каждый человек заслуживает внимания, поддержки к себе. Здесь должна быть реклама психотерапии или какого-нибудь сервиса, но никто видео это не спонсировал, поэтому, друзья, психотерапия — это супер. Мне очень помогает, и все, кого я знаю, и кто ходит на терапию, друзья, с этим, правда, жизнь становится более качественнее, более осознаннее, где-то более больнее, но это правда действенная штука. Советую, но не навязываю. Тут на самом деле я хочу рассказать свою историю стыда и желания и нежелания проявляться. Сколько себя помню, с самого детства я всегда хотела быть человеком, который умеет говорить, который как-то проявляется в интернете, рассказывает истории, делится чем-либо. Меня очень сильно вдохновляли блогеры на Ютубе, которые снимали, делились своими мыслями, чувствами, переживаниями. В общем, мне все это нравилось, и у меня даже была своя камера. В целом, все вводные были для того, чтобы что-то делать. Тем более это приходилось во времена, когда YouTube только развивался,
Но я этого не осознавала на самом деле, поэтому я просто была зарыта в своих стеснениях о стыде и о том, что я просто нелепо выгляжу. В школе, когда я училась, каждый выученный стишок мною нужно было рассказать у доски, как и у всех, в принципе, в СНГ пространстве. Проблема была не в том, что у меня были какие-то проблемы с памятью. Я учила стихи достаточно добросовестно, рассказывала всем своим родителям, клала книгу под подушку, чтобы буквы и слова вдруг не убежали из моей головы. В общем-то, все было в порядке с запоминанием слов. Но когда я выходила к доске, я буквально растворялась в пространстве, у меня плавился пол под ногами, и я входила в какое-то состояние тревоги, тахикардии. Это было похоже что-то на микропаническую атаку. И когда я уже доходила до доски, и мне нужно было начать свое изложение, я просто забывала текст. Вот. Это, конечно же, было очень неприятно, очень стыдно. Я задерживала уроки и время учителей. Также у меня был не очень приятный и, скажем так, не очень успешный опыт выступления тоже в школе, на концерте. Мне нужно было произнести речь, я уже, честно говоря, не помню какую, но она достаточно была короткой и несложной. Но именно там я получила наверняка какую-то свою травму, когда я задержала, получается, ход концерта, я встретилась взглядами с недоумевающими учителями, одноклассниками, родителями и почувствовала невероятный стыд того, что я все задерживаю, это все нелепо, и все это как-то очень неприятно, неловко. Мне хотелось просто раствориться в пространстве, чтобы меня больше никто не видел и не слышал. И вот так и была приобретена эта травма, которая меня очень долго сопровождала. И на самом деле прошла она только уже в каком-то осознанном возрасте, когда я уже начала работать и делать презентацию своей работы или делать какие-то всевозможные презентации любого формата на своей работе. Как-то все так получилось, что я это все проработала. Просто накануне я всегда очень спокойно готовилась к созвонам, и на самом деле на этих созвонах и презентациях я не встречала какую-то реакцию на свою работу, что она плохая или что-либо. В общем, какого-то негативного опыта в осознанном возрасте у меня не было. Вот. И, соответственно, также я занимаюсь психологом. Это тоже наверняка дало свои какие-то плоды. Поэтому нужно сказать, что мой стыд практически иссяк. Но иногда я все-таки ощущаю, что мне бывает неловко, немного боязно, страшно. К примеру, так же, как сейчас снимать это видео с новым форматом. Ужасно, страшно. Но я иду в этот страх, потому что знаю, что за страхом скрываются большие перспективы роста. Все-таки к блогу я пришла на Ютубе, но уже в более осознанном возрасте, ближе к 27 годам, когда у меня был перерыв на работе, я как-то исследовала больше свою детскую часть, вспоминала, что же мне нравится. И получилось так, что я купила вновь камеру самостоятельно и попробовала войти в формат Ютуба со своими мыслями и какими-то видео, которые впоследствии выкладывала. Это все, конечно же, сопровождалось новым опытом и снятия видео, и говорения на видео, и монтажа видео, и
и другой творческой работы. И на самом деле очень сильно благодарна своим друзьям, своим близким, которые поддержали меня в этом начинании. Мне кажется, что большая половина это их все-таки заслуга. Вот. А вторая половина — это какой-то мой запал к новому, к изучению себя, к исследованию. Я на самом деле очень рада, что мне получилось реализовать свою какую-то маленькую детскую мечту, снимать видео и работать над собой, и вести этот YouTube-канал. Вот. Это просто такое невероятное чувство, когда маленький внутри тебя человек радуется больше, чем ты взрослый. Вот. Это круто, друзья. Всем советую пережить это чувство. Я уверена, что каждый человек способен на то, чего он действительно хочет. Ну, со сложностью начать мы, кажется, уже чуть-чуть разобрались, поняли, что же это за зверь такой, как с ним можно работать. Окей, мы начали. Мы получаем невероятное количество кайфа, мы очень горды собой, мы уже делаем какие-то успехи или провалы, но идем дальше. В общем, купаемся в дофамине от того, что все более-менее получается первое время. Но затем вступает в игру еще несколько челов, с которыми нужно будет немножечко подружиться. Этих челов мы можем назвать вот так. Жажда признания, желание делать идеально, лучше всех и так далее. Давайте же мы их разберем и попробуем понять, как же с ними можно работать. За желанием действовать идеально обычно скрывается такое качество человеческое, очень специфичное, перфекционизм. Голос перфекционизма может звучать в нашей голове голосами наших родителей, каких-то значимых взрослых, которые твердят, что ты должен сделать это приемлемо, достаточно хорошо, а лучше и даже лучше всех. А лучше, чтобы первое время у тебя получалось так же, как у тех, на кого ты ориентируешься в этом занятии. Вероятно, друзья, это невозможно. Влетая в какое-то новое занятие, ты так или иначе будешь спотыкаться о какие-то сложности. И хорошо в это время обозначить себе какие-то конкретные сроки на адаптацию, скажем так, и позволить себе просто быть не идеальным, ошибаться, допускать максимальное количество ошибок и каких-то провалов, но все-таки переживать это, перерабатывать, давать этим чувствам быть и не давать им поглощать себя. Вот. И ставить все-таки в приоритет то, чтобы хвалить себя за проделанные шаги, потому что похвала — это тоже очень важно. Подкреплять позитивно какие-то свои действия. К примеру, вы сходили на йогу, но потом вы договариваетесь с собой, что мое первое занятие прошло, не очень, но я сходила на него. И сделать себе что-то приятное взамен. К примеру, принять ванную в каких-нибудь классных свечах, в сопровождении классной музыки и с любимой солью для ванн. Или почитать любимую книжечку. В общем-то, посмотреть сериал, все что угодно. Главное, чтобы мозг понял, что мы делаем это, потом мы получаем хорошее подкрепление, значит, мы делаем это как можно чаще. Скорее всего, мозг захочет делать это как можно чаще, чтобы получать за это награду. Вот, это будет отличной стратегией для того, чтобы превалировать чувства хорошие над плохими, неприятными больше. Второй момент, который может сопровождать вас в сложностях продолжать занятия, которые вам нравятся,
это жажда признания. И на самом деле мне думается, что этот, скажем так, пункт в сравнении с предыдущим более сложный и комплексный, потому что обычно это чувство и желание сложнее, чем может показаться. И знаете, мне кажется и мне думается, что жажда признания — это по большей части глубокое отсутствие и осознание собственной какой-то важности, опор внешних и внутренних, и глобальное какое-то отсутствие поддержки значимых людей в вашей жизни. И даже если поддержка это есть, вы можете ее ощущать недостаточной, вам всегда мало, и вы как будто бы, знаете, таким простым языком, даже немножко обидным скажу, что вы внимание жор. Вам постоянно не хватает этого внимания. И это на самом деле может быть таким сигналом того, что в детстве или в каком-то другом недавнем возрасте, к примеру, в подростковом возрасте, значимые люди или родители не поддерживали вас либо в ваших начинаниях, либо же в каких-то ваших увлечениях, которые вам нравились, и они просто этим не интересовались, а когда вы рассказывали об этом или делились чем-то, они просто либо переводили тему на какую-то другую, либо же просто не замечали этого и не давали вам какой-то позитивный фидбэк на эту тему. Поэтому вы как будто бы ощущаете, что вы не услышаны глобально миром, и вы хотите быть услышанным. Вот, к примеру, некоторые люди начинают блог или какие-то проекты, и их целью неосознанно на самом деле является признание людей в том, что этот человек, который хочет этого, в действительности что-то значит, он стоит чего-то, он экспертен, у него есть навыки, которыми он хочет делиться с миром, и он хочет, чтобы они были замечены и увидены. Но бывает зачастую так, что человек спотыкается об то, что не получает достаточно обратной связи от внешнего мира. И поэтому это может быть таким вот глобальным стопором для того, чтобы дальше развиваться и дальше делать, а главное продолжать то, что ты изначально хотел, и вроде как уже даже нашел силы, чтобы начать, вот ты действуешь и что-то вот предпринимаешь, а это просто тебе кажется, что это не нужно миру, и ты дальше какие-то делаешь выводы и поступки, исходя из этого. На самом деле, как с этим работать? Нет какого-то легкого пути решения этой проблемы. Мне кажется, это все-таки комплексная какая-то история. И здесь, конечно же, нужно давать осознавать этой мысли, давать, во-первых, осознавать то, что ты хочешь внимания больше, чем продолжать делать то, что тебе нравится, и получать от этого удовольствие тихонечко иногда. И с этим вопросом, конечно же, лучше идти к психологу и разбирать это все на более комплексные вопросы, потому что зачастую это очень такой глобальный комок, скажем так, боли или проблемы, которые можно и нужно распутывать и на маленькие подчасти разделять, чтобы как-то это все упорядочить в своей голове и понять и осознать, что к чему и что является продолжением той или иной проблемы. И также очень хорошо работает поддержка от близких, от друзей. Никогда не нужно, знаете, есть такая стигма в нашем обществе, по крайней мере, я замечала эту историю, что некоторые люди, правда, очень боятся идти за поддержкой к своим друзьям, достаточно близким, потому что считают, что это немного зазорно, что это не важно, что в глобальном мире есть что-то важнее. Но, честно говоря,
все чаще и чаще прихожу к мысли, что ничего нет важнее, кроме нас, нашей жизни, наших мыслей и переживаний. Потому что мир всегда будет изменчив, мир всегда будет меняться, приобретать новые формы, развиваться, стагнировать, что угодно. Но и человек тоже изменчив и поддается этим изменениям. И мне думается, что каждая травма может быть проработана и превращена в какую-то глобальную силу для человека и в ресурс. И за поддержкой всегда, ну, конечно же, все зависит от того, какие у вас взаимоотношения с друзьями и так далее, но я уверена, что у каждого человека должен быть хотя бы один человек в кругу, к которому ты можешь прийти и рассказать свои боли. И вы можете это обсудить и прийти к чему-то высшему. Вот. И главное, просто не молчать и делиться этим с миром. Когда я начинала вести свой YouTube-канал, я на самом деле достаточно быстро стартанула, потому что я впитала в себя всю поддержку, которую я собрала от своих знакомых, друзей, близких, вооружилась все-таки большим интересом к занятию и стартанула. Я, помнится, мне сняла 2 или 3 видео, и в тот момент я находилась достаточно в близких отношениях с моей мамой, отношения с которой всегда были достаточно интересными. Но ее мнение для меня было достаточно важным и не последним. Первое время она очень сильно меня поддерживала, рассказывала, что ей нравятся мои видео, что ей очень гордостно за меня и что я молодец. Но в какой-то момент я получила от нее противоположное мнение вообще обо всем, что я делаю в блоге, что рассказываю. Но это большей части касалось именно одной конкретной темы, которую я не очень хочу озвучивать сейчас, а акцентироваться на том, что же произошло. Я получила от нее достаточно неприятный отзыв, и на меня, конечно же, это сильно повлияло и ударило в моменте по мне и по вообще пониманию и какому-то отношению к моему занятию. Все-таки, да, нужно учесть, что я только-только начала, мне все еще нужна была поддержка окружающих, чтобы я продолжала, и она была в достаточной мере, все было супер. Но именно отзыв мамы меня очень подкосил, и я на какое-то время ушла в себя, ушла в рефлексию, но в самом-то деле была полностью уверена, что я точно хочу этим заниматься, и что не все те мысли, которые я озвучиваю, могут встречаться в головах у людей позитивным образом, будь даже это мама или какой-то рандомный человек абсолютно. Все люди абсолютно слышат те или иные предложения или какие-то истории по-разному, потому что у них своя призма точки зрения, у них свой опыт, свои травмы и прочее, прочее. И я совершенно не несу ответственность за то, что какие-то вещи могут кого-то взбесить или обидеть, хотя они совершенно напрямую не относятся к этим людям. Благо в моей жизни существует психотерапия регулярная, каждую неделю. И благо я имею возможность делиться со специалистом, с образованием, своими какими-то переживаниями, которые могут быть очень сложными для того, чтобы просто сесть и, ну, знаете, обсудить это с другом или еще что-либо. Иногда действительно нужен глаз и уши, которые знают, как с этим работать и как это разложить по полочкам таким образом, чтобы произошло буквально вот это, и ты что-то осознал в моменте.
После этой ситуации с мамой я еще сильнее осознала силу своего интереса, силу своего азарта к изучению нового и на самом деле готовностью встречаться со сложностями, потому что YouTube, делать YouTube в 2026 году, это, наверное, сложнее, чем делать YouTube в 2015, потому что сейчас совершенно новый сеттинг в интернете, и это не так просто, как было раньше, очевидно. Мне очень нравится вести YouTube. Мне нравится видеть, как мне становится проще что-то рассказывать, чем-то делиться, что-то показывать. Я очень люблю снимать. Я вообще фотограф изначальный. Я очень любила фотографировать когда-то. И мне нравится запечатлевать этот момент и элемент вот этой вот документации, знаете, как фильм снимать о жизни. Этот формат мне очень нравится. А еще важно заметить, что на самом деле и людям в жизни, и людям в интернете невозможно угодить, потому что у каждого свои интересы, и вообще все люди такие разные. Но найти своих soulmate'ов даже в интернете — это на самом деле большое чудо и радость. На самом деле к этому я сильно стремлюсь. Не ставлю это как самоцель этого YouTube-канала, но все-таки была бы очень рада обзавестись новыми знакомствами, возможно, друзьями. И это супер, как минимум. Собственно, вот такие вот у меня мысли есть по теме сложности начать и сложности продолжать. Мне кажется, что тема достаточно обширная, и ее просто невозможно обозреть за один эпизод, который длится около 20 минут. Так что, если у вас есть какие-то кейсы и истории того, как вам было что-то сложно начать, или какие-то преграды, которые вступали в дело, в процессе, буду рада, если вы поделитесь в комментариях и расскажете, как вы справлялись с теми или иными сложностями, и что для вас сработало и не сработало. Благодарю вас за просмотр этого видео. Буду рада обратной связи. Спасибо большое. Всем пока.